Всем привет! В начале этого выпуска был такой небольшой меланхоличный ролик. Он ни в коем случае не выражает мое внутреннее состояние, то есть я сейчас не в грусти, не в меланхолии, а даже вполне оптимистично смотрю на все, что происходит. Не на все, но на какие-то части моей личной жизни. Если вы хотите спросить, как у меня дела, то все хорошо. Я не теряю надежды на лучшее и на то, что все устаканится в мире и в нашей стране в том числе. Рассказывая постоянно о своей жизни и когда ты делишься чем-то сокровенным и личным, думаешь, что многие тебя поймут, и будет какая-то волна ответной реакции, вполне такой адекватной. Но иногда люди пишут полный такой трэш, что не всегда хочется потом вообще продолжать делиться тем, что у тебя внутри. Но от этого я сам себя настраиваю и понимаю, что у каждого свое мнение и видение на разные ситуации. Хотел вообще спросить, как у вас дела, потому что знаю, кто-то в панике находится, кто-то не знает, как жить дальше, что будет завтра. И этот вопрос не только вас волнует, поверьте мне. Новости, которые я читаю, а как я уже говорил раньше, читаю я только телеграм-каналы, не Яндекс Новости, не какие-то федеральные передачи я не смотрю. На них гнут только одну палку в одну сторону, а я человек, который хочет услышать мнение с разных сторон, посмотреть на ситуацию с разных точек зрения, а не только с одной конкретной. Я думаю, это неправильно и изначально не приводит ни к какой истине, ни к какой правде. Так вот, по поводу новостей, я читаю, смотрю, не всему верю, потому что непонятно, что там фейк, а что нет. Я подписан на телеграм Антона С, это блогер. Я подписан на Ксению Собчак и, по-моему, еще на какой-то телеграм-канал. Но опять же, я пропускаю не все через свой мозг, через свои нервные клетки. Я хочу их немножечко еще приберечь. Все-таки мне 32, а не 87, и я не собираюсь завтра ложиться и закапывать себя в землю. Хотя черт его знает. Вижу, что происходит в законодательстве, а точнее, как принимают законы, их каждый день клепают, и я сейчас вообще не понимаю, нарушаю ли я что-то или нет. Я действительно не успеваю читать там сайты Госдумы, сайт, где прописаны все законы, которые вот вчера буквально выпустили. Я не успеваю жить в этой реальности с нынешними законами. Хорошо, что Госдума работает 5.2, а не 7.0, иначе мы вообще бы запутались и не понимали вообще, что можно говорить, а что нельзя. Тут более-менее еще можно разобраться. Хотя я уже полностью вот просто в потерянном состоянии. Что-то можно говорить, что-то нельзя говорить, за что-то ты понесешь административную ответственность или уголовную. Все это страшно, все это непонятно, все это как-то будет работать, и работать будет против силы мысли, наверное, силы слова. Это, конечно, грустно, когда ты не можешь высказать то, что ты хочешь, чтобы не попасть в места не столь удаленные. Но я постараюсь все-таки формулировать то, что я хочу. Если не здесь, то в Телеграме. Что касается работы, бич моей жизни сейчас. Ищу, звоню, езжу по собеседованиям, выхожу на стажировки. И я рад, что меня поддерживаете вы и поддерживает Андрей и мои друзья и близкие. Углубляться в эту тему я сейчас не хочу, но у меня возник очень интересный вопрос, который я хочу задать каждому, кто сейчас смотрит это видео. Я знаю, что каждый из нас, будучи ребенком, о чем-то мечтал, кем он хочет стать, певцом, актером, там, как я раньше, звездой мировой эстрады, голливудским актером. Но это все, конечно, классно, мечты это здорово. А еще здорово, когда ты идешь к мечте, а не ждешь, пока она там исполнится, заплатив какой-то блиновской много-много бумажных цветных денег. Так вот, вопрос у меня такой к вам. Кем вы хотели стать? И стали ли вы тем, кем хотели? Мечтали ли вы стать какой-то грандиозной, известной личностью, оставить след после себя в истории или спасать чьи-то жизни? Пишите все, что думаете в комментариях, я обязательно прочитаю и отвечу. Почему я задаю этот вопрос? Потому что я считаю, что когда ты ребенок и
о чем ты начинаешь мечтать, это, наверное, как-то привязывается к твоему либо предназначению, кто в это верит, либо к талантам, к дару, который тебе дан. И именно вот эта вот маленькая крохотная мысль о том, что ты хочешь стать пожарником, возможно, и есть ключ к твоей истинной профессии и истинному делу всей твоей жизни. Я мечтал стать писателем, и об этом, по-моему, я уже где-то говорил. Сейчас читаю специальную литературу, как писать сценарии. Возможно, когда-то что-то и напишу, не знаю. Теперь, что касается Ютуба, я хотел поговорить на эту тему. Каждый божий день, когда я читаю новости, вижу какие-то определенные вырезки о том, что Ютуб закроют на территории Российской Федерации, заблокируют, и все, пиши пропало. Никакого переживания такого глубокого и истерики я не испытываю. Страха тоже у меня нет. Видимо, из-за того, что это может и не произойдет, а может и произойдет. Короче, сейчас в таком подвешенном состоянии я нахожусь и не знаю, как я буду реагировать на то, что YouTube закроют. Конечно, у меня уже появился канал на Яндекс.Дзене, на Рутюбе я пытался, но это и очень сырая платформа, на которой вообще практически делать нечего. А я хочу делиться, я хочу рассказывать, я хочу, чтобы все выходило так, как я планирую, а не так, как планируют какие-то модераторы на Рутюбе. Знаю, что некоторые каналы и блогеры переехали в ВКонтакт, чтобы не потерять монетизацию, потому что вроде бы ВКонтакте она есть. Я понимаю каждого человека, который своим блогерством, своим трудом заработал себе и славу какую-то, и аудиторию, и прибыль. Человек, который делает то, что ему нравится, и получает за это какой-то определенный заработок, конечно, он к этому привыкает и не хочет от него отказываться никогда. Я понимаю этих блогеров. Я понимаю, что это у многих был единственный заработок в жизни, а сейчас им либо придется что-то придумывать новое, либо идти работать, как и все. Мне жаль, потому что это несправедливо, и это неправильно. Такого не должно быть. У каждого человека должен быть выбор, то, что он делает, и если он еще на этом зарабатывает, это идет только во благо личности. Но, конечно, мы знаем, что разные бывают блогеры, разные люди, и по-разному они относятся и к своему контенту, и к зрителю, и тому подобное. Кто-то, теряя монетизацию, закрывает свои каналы и уходят вообще куда-то, там улетают в Дубай или еще куда-то. Я думаю, это неправильно, потому что все-таки к тебе привыкли люди, твои зрители. И если ты их не уважаешь и видишь вместо зрителей только цифру и деньги, то здесь... Возможно, было бы и правильно уехать в Дубай и жить своей жизнью. Не знаю, судить никого не хочу, но имею свое мнение на эту ситуацию. Надеюсь, YouTube останется и ничего плохого не произойдет. Тема, касающаяся цен на продукты в магазинах. Моя слабость просто это желтые ценники. Когда захожу в магазин, я сразу вот вижу все желтое и понимаю, ага, вот это мне надо, это мне надо, это мне надо, и это тоже мне надо. Хотя по факту мне это не надо. Экономия всегда была часть моей жизни. Когда я уехал от родителей и начал жить отдельно, я уже понимал, что я могу себе позволить, а что не могу. Я рассчитывал свой бюджет вплоть до каждого рубля. И понимал, что если я возьму макароны и фарш, и приготовлю макароны по-флотски, то это хватит мне дня на 3. И жил я в жуткой экономии, я даже не позволял себе купить нормальную куртку, нормальную обувь, нормальные вещи. Ходил я в основном в том, в чем ходил год, 2, 3 назад. И это воспитало во мне чувство чистоплотности, что ли. Я не знаю, как это сказать, подобрать слово не могу. Но это когда ты относишься к своим вещам очень бережно. И сейчас, когда я понимаю, что цены вырастут, и придется экономить тоже на многом, и не только мне, и не только вам, а очень большому количеству людей в нашей стране. Задумываешься даже иногда, когда подходишь к этим желтым ценникам, а нужна ли тебе сейчас селедка? А нужен ли тебе крем-фиш из кальмаров? А нужны ли тебе сейчас эклеры со взбитыми сливками по акции? Конечно, мышление меняется у человека. И я знаю, что нельзя так думать, и когда ты себе в чем-то отказываешь и говоришь «стоп», если я сейчас это куплю, то завтра мне нечего будет есть, это плохо. Возможно, это мышление бедного человека. Возможно, это мышление, которое помогает тебе выжить. Я не знаю, как это назвать, но в любом случае
Каждый из нас столкнется с тем, что придется, наверное, отказаться от чего-то. Это не страшно, не нужно сразу паниковать. Если не сегодня купите эклеры, то в следующем месяце. А лучше испечь все собственноручно. Главный вопрос, который сейчас посещает меня, это что будет завтра. Никто из нас не знает. Нет никакой уверенности в завтрашнем дне, что тебя не уволят, компания не закроется, что все будет хорошо с фармацевтикой, что твои дети будут расти в мире и потрясающем государстве, которое будет идти только вперед. Ничего не известно, ничего не понятно. И поверьте, что если вы так думаете, вы не одни, я тоже так считаю. Сейчас наша страна это как корабль в океане. Мы пытаемся плыть, повернули в какую-то сторону, и многие люди на этом корабле не согласны плыть в эту сторону. Но ничего ты с этим сделать не можешь. Это сложно, трудно, непонятно, страшно. Но самое главное это поддерживать друг друга, говорить, что все обязательно наладится, все будет хорошо. Паниковать не стоит, мы все живы, и это самое главное. Подводя итог сегодняшней болталки, хочу сказать, что если даже YouTube закроют, я постараюсь что-то придумать. Я постараюсь все равно выпускать видео, я постараюсь все равно продолжать свой YouTube-дневник. Это очень важно для меня лично, для моего психологического и ментального состояния. Я надеюсь, что ролики, которые вы смотрите, они как-то вас все равно, ну не знаю, подбадривают, что ли, или внушают какой-то оптимизм. Я не хочу рыдать, как это было однажды у меня вот здесь недавно, и не буду больше этим заниматься. Видимо, я просто очень впечатлительный и очень эмоциональный человек. Я точно знаю, что если мы будем друг друга поддерживать, чаще улыбаться, чаще благодарить друг друга за какие-то маленькие, но все-таки дела, мы быстрее придем к миру. И не будем такими злыми друг другу из-за того, что просто у тебя и у другого человека абсолютно разные точки зрения на происходящее. Мы все люди, мы живем под одним небом. Короче говоря, что я тут читаю мораль, да? У каждого из вас есть своя голова на плечах. Я уверен, вы умные и здравомыслящие люди, раз смотрите меня. Хотя иногда я тоже могу сходить с ума. Все обязательно у нас будет хорошо. Самое главное, чаще улыбаемся, чаще обнимаемся с друзьями, близкими и чаще печем шарлотку с яблоками. Не для того, чтобы выглядеть более широко и более насыщенно, а для того, чтобы съесть что-то сладенькое, вкусненькое и поднять себе просто настроение за то, что ты есть сейчас и здесь. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, ребят, ставьте лайки, вы таким образом очень сильно меня поддерживаете. Не забывайте подписываться на канал, переходите по ссылке в мой телеграм. Короче, делайте все, что вашей душе угодно. Что я постоянно бу-бу-бу-бу, как старая пердушка. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Берегите себя и своих близких. Всем пока.